Возврат Крыма и русского города Севастополь в состав России год назад создало новую геополитическую реальность. Геополитическую реальность, которая отсылает нас к событиям 20-30-летней давности. И почему сегодня наши геополитические оппоненты не готовы смириться с очевидным фактом того, что Россия возвращает свое политическое и геополитическое влияние не только в районе Черного моря, но и в целом в свое влияние в Европе и в мире. Причина одна. Многие западные государства до сих пор полагают, что Россия является просто правопреемником СССР. Они не понимают простого обстоятельства. Российская Федерация является продолжателем СССР. Это другой юридический статус. Это статус страны, чью независимость необходимости не было подтверждать. Это статус государства, которое автоматически является членом Совета Безопасности ООН. Это статус государства, владеющего ядерным оружием. И вот вопрос владения Россией ядерным оружием, вопрос размещения на национальных территориях российского ядерного оружия и право президента применять ядерное оружие являются неотъемлемым правом Российской Федерации. И наши оппоненты, которые не согласны с нашей силой сдерживания, многократно противодействуют нам в экономической, в политической сфере, преследуя исключительно только одну задачу – ослабление России в части эффективного ядерного сдерживания. Между тем, Российская Федерация последовательно и непротиворечиво добивается создания безъядерных зон не только у своих границ, но и на колоссальных территориях мира. Сегодня практически прошел год, как мы поддержали Центральноазиатские республики в вопросе создания безъядерной зоны в Центральной Азии. Мы фактически добились, чтобы все ядерные государства – Франция, Соединенные Штаты, Китай, Великобритания – подписали вместе с нами признание безъядерной зоны на территории Казахстана, Таджикистана, Киргизстана и Туркменистана. Мы последовательно добивались бы и безъядерной зоны в Причерноморье. Но, к сожалению, наши оппоненты преследуют целью давить на Россию с флангов, опираясь на договоры, выхолощенные договоры о фланговых ограничениях, так называемых договорах об обычных вооружениях. Они добивались невозможности размещения России ядерных сил в Причерноморье. Сегодня Крым является для нас форпостом, с которого мы можем демонстрировать ядерные силы сдерживания, требуя от Соединенных Штатов вывода своих наступательных ядерных вооружений с территории Турции. Это ключевой момент. Размещая ядерное оружие России в Крыму, мы полностью исполняем свои обязательства по договору о нераспространении. Соединенные Штаты нарушают договор о нераспространении, размещая свои наступательные ядерные силы в Турции. В апреле в Нью-Йорке будет проходить конференция по ядерному нераспространению. К сожалению, Сергей Евгеньевич, и это большой вопрос, на делегацию, которая поедет на самую важную конференцию по нераспространению, отправляются какие угодно чиновники, но не едут представители российского парламента. К сожалению, парламент сегодня в России не может диктовать правительству даже состав
делегации, государственной делегации по вопросу ядерного нераспространения. Поэтому, коллеги, я предлагаю здесь, в этом зале, продолжить ратификацию соглашений о безъядерных зонах. Это в наших с вами силах, это демонстрация силы России и приверженности вопросам мира.